Друзья, всем привет! Ну что, как я и обещал, в этом видео мы сразу приступим к написанию торгового бота. Ну, а если выразиться более корректно, то это будет сигнальный бот, а не полноценно торговый бот, потому что для начала нам нужно протестировать наши сигналы, работают ли они вообще. Еще более идеальный сценарий — это написание не сразу сигнального бота, а бота по тестированию стратегий. Но такого бота мы рассмотрим в следующем видео, потому что этот процесс более нудный. Там по большей части нужно будет работать с разбором сделок и разбирать статистику. Ну и чтобы контент не был слишком скучным, я решил во втором видео перейти сразу к написанию сигнального бота. Поехали! Если у вас уже есть стратегия, по которой вы работаете, и она является прибыльной, это очень круто. Вы можете сразу приступить к написанию бота по вашей стратегии. Например, у меня на сегодняшний день железной прибыльной стратегии нет. Точнее, она есть, но я на данный момент ее еще тестирую. Поэтому я предлагаю в данном видео рассмотреть самую простую стратегию для торговли, на основе которой можно написать торгового бота, сигнального бота. Значит, в чем заключается суть стратегии? Включаем экспоненциальные скользящие средние, выставляем аргументы: скорость быстрой эмо ставим 3 и скорость медленной эмо, например, ставим 200. У нас получается оранжевенькая — это быстрая эмо, и фиолетовая — это медленная эмо. Когда быстрая эмо пересекает сверху вниз медленную эмо, это у нас сигнал в шорт. И, соответственно, цена потом опускается. Когда у нас быстрая эмо пересекает медленную эмо снизу вверх, это у нас сигнал в лонг. И, соответственно, цена зачастую у нас растет после такого сигнала. Далее нам нужно перейти к искусственному интеллекту. Это будет ваш на выбор. Я сегодня, например, попробую с iStudio поработать от Google. Прежде чем что-либо ему писать и отправлять, я предлагаю сделать заготовку, как это называют, промпт или задание, для начала в текстовом документе. Я уже подготовил задание, оно кажется длинным, но я хочу вам показать некоторые фишки очень интересные, некоторые фокусы, которые вам помогут в будущем очень хорошо избежать потери времени на ненужные моменты, на ненужные ошибки. Я вам сразу покажу, как пишется скрипт по-взрослому. То есть не просто так на тяп-ляп, а с конкретными очень важными нюансами, которые вам в будущем очень сильно помогут. Вкратце мы попросим нашего бота делать логирование. Логирование — это текстовый файл, документ, в который бот будет писать абсолютно все свои действия. То есть в будущем, в случае падения бота, вы будете знать, по какой причине он мог зависнуть, например. Также помимо логирования мы попросим у интеллекта создать нашего бота с файлом JSON. Это еще один файл, типа как текстовый документ, в котором бот будет хранить различные данные, информацию, своеобразная память, скажем так. И третий важный момент: мы попросим наш интеллект создать нашего бота с файлом конфигурации. Config называется. Для изменения каких-либо настроек вам будет достаточно открыть файл config с помощью блокнота и внести в него нужные изменения, без необходимости изменять целый код и трогать основной код. Это очень удобно, потому что в конфиге хранятся такие данные, допустим, как API-ключи от вашей биржи или же API-ключи от вашего Telegram-бота. В процессе тестирования вы неоднократно будете еще править и дорабатывать ваш основной код, поэтому это будет очень удобно, если такие данные, как API-ключи или им подобные, будут находиться в отдельном файле под названием config. Сейчас не пугайтесь, потому что такой файл, как log и JSON, скрипт создает автоматически при старте, поэтому вам необходимо будет работать только с двумя файлами, таким как сам код и конфигом. Ну что, дамы и господа, пробежимся быстренько по заданию. Привет! Нужно написать качественный скрипт на Python 3.11, который будет высчитывать экспоненциальное скользящее среднее по формуле TA, то есть максимально близко к TradingView, и по их пересечении слать мне сигнал в Telegram-бот. Используем две скорости эмо для формирования сигнала на вход в сделку. Если быстрая эмо пересекает медленную сверху вниз, это шорт, но только по закрытию бара, на котором высчитывается пересечение. И наоборот, если быстрая эмо пересекает медленную снизу вверх, это лонг, но только на закрытии бара. Сам скрипт эмо-бот, назовем его как угодно, в данном случае я придумал это название, нужно сделать по-взрослому. Сделаем отдельно основной код, чтобы править без проблем, с автоподхватом файла config, без необходимости перезапускать скрипт. Config сделаем в YAML для простоты редактирования блокнота. В config внесем абсолютно все, что можно регулировать. Скорость эмо, рабочий таймфрейм, частота сканирования нужного TF, расширяемый список активов,
токен и ID для TG-бота, абсолютно все, чтобы в самом Python коде был чистый код, а все настройки в конфиге. Пусть логирует каждый свой чих, но пишет все в логе. В консоль же только самое важное, чтобы не мусорить. В самой консоли обновление инфы раз в час, показатели EMA, например, чтобы сравниваться с реалиями. Для логов сделай авторотацию, свыше 10 мегабайт самоудаления самого старого. Храни максимум 3 лог-файла. Сделай ему наличие JSON, пусть по логам и JSON помнит все свои последние алерты и не дублирует их в случае перезапуска, да и в целом. Для формирования EMA тяни общественные данные с биржи Binance, без использования API-ключей. При старте бота или изменении в конфиге подгружай сразу 1000 баров по рабочему TF из конфига, а далее тяни только последний закрытый бар, чтобы не перегружать биржу запросами и не попасть под лимит. В сообщение по сигналам для TG-бота добавь пару эмодзи, чтобы было веселее. Ребят, прошу прощения, по техническим причинам был вынужден переехать на другой ПК. Итак, на чем мы остановились? Я внес некоторые корректировки в описание, в задание, а именно я добавил в конфиг вынесем абсолютно все, что можно регулировать. Скорости EMA я добавил для каждого актива персонально. Это будет очень полезно. И в конце я добавил: напиши мне также все необходимые библиотеки для установки и пошаговую инструкцию, как для ребенка, как установить и запустить проект. Окей. Теперь можем все это задание копировать. Вставляем в наш GPT-чат и запускаем. Итак, ответил нам наш интеллект. Он написал: вот готовый проект EMA-бот. Значит, он нам выдал структуру проекта, это то есть какие файлы должны быть у нас в папке с проектом. Это будет сам файл кода, потом файл config, текстовый файл requirements и JSON, это тот, который он создаст самостоятельно при запуске скрипта. Далее нам нужно все эти модули, которые он нам выдал, сохранить. Он нам выдал отдельно каждый модуль. Вот первый модуль, модуль EMA-bot. Второй config, третий requirements. Вот у нас requirements, потом модуль config и модуль EMA-bot. Вот он нам расписал, как установить. Шаги как для ребенка. Установи Python 3.11. Скачай проект в папку. Здесь он дает команды, которыми создавать папку через командную строку. Но вы это можете сделать самостоятельно, выбрать удобное для вас место. Не прячьте эту папку слишком глубоко. Можете сделать ее даже на рабочем столе. Рекомендую выбрать место на одном из дисков. Например, вы ее можете создать вот так вручную, назвать ее EMA. Бот. И сюда сохранить модуль, который нам выдал интеллект. Потом он пишет: создай виртуальное окружение. Об этом я вам сейчас расскажу. Установи библиотеки. И пятое — это открой конфигурации и впиши токен бот от Telegram бота. Окей. И запусти бота. То, что мы запрашивали, здесь он как бы подытоживает. Ребят, вместе с Python у вас должно было установиться приложение, которое называется IDLE. Значит, открывайте это приложение, идете в наш чат и давайте начнем с самого основного. Это с кода. EMA-bot P. P — это расширение Python. Основной код. Копируем его вот так вот. Возвращаемся в наше IDLE приложение. Здесь новый файл нужно создать. И через edit и paste вставляем тот код, который мы скопировали в нашем чате GPT. Окей. Далее его нужно сохранить в папке с проектом, которую вы создали для данного проекта. Save as. Потом пишем имя нашего кода. Это будет, пишите маленькими буквами, потом поймете почему. EMA-bot. Не выдумывайте слишком длинные названия. Тоже это может вам потом помешать. И сохранить. Окей. Это приложение IDLE можно закрыть. Далее возвращаемся в наш GPT-чат и сохраним конфигурации. Файл config. Значит, как это сделать? Копируем все это, весь этот модуль config.
Возвращаемся в нашу папку с проектом. В нашей папке с проектом создаем текстовый документ. Ничего не меняем в названии, просто заходим в него и вставляем то, что мы скопировали в нашем чате конфигурации. Что здесь внутри, разберемся с вами чуть позже. Теперь нам нужно его сохранить в эту же нашу папочку, но только в расширении YAML. Как это сделать? Нажимаем файл, сохранить как. И далее мы уже здесь находимся, в нашей папочке. Тип файла, выбираем все файлы и пишем config.yaml. Сохранить. И у нас появляется файл config, вот такой вот. Значит, вот этот вот текстовый документ можете оставить пустой, потом я объясню зачем. И вот такой вот у нас конфиг появился. Сюда впоследствии мы с вами вставим токен нашего Telegram бота, куда нам будет присылать наш скрипт уведомления. Потом мы укажем символы, с которыми хотим работать, это наши активы, таймфрейм, на котором хотим работать, и скоростя эма для каждого символа. То есть он нам здесь по умолчанию оставил два символа: эфир и биткоин. Чтобы добавить, делаем вот так: копировать и со следующей строки вставить, и допустим пишем ADA USDT. Все, у нас добавлен новый актив, который будет отслеживать наш скрипт. Следующее, что нам нужно, это сохранить requirements. Возвращаемся в наш чат. Модуль requirements, копировать. Возвращаемся в нашу папку, заходим в этот текстовый документ пустой и сюда это все добавляем. Закрываем, сохранить. Потом нужно будет переименовать в requirements этот текстовый документ. Чтобы не ошибиться, можете это сделать так. Без txt, просто само название. Скопируйте и переименуйте наш текстовый документ. Requirements. Итак, три модуля, которые нам нужны для работы, у нас уже есть. Собственно, наш проект у нас уже готов для запуска. Теперь остался сам запуск. Вернемся к нашему интеллекту. Давайте еще раз сверимся. По структуре проекта у нас наша папка EmmaBot, потом наш сам код с расширением Python EmmaBot, файл config и requirements. State.json это то, что он создаст автоматически, он даже написал, появится сам. Далее. Хоть мы и попросили наш интеллект расписать пошагово как ребенку, но все равно вот не очень понятно, особенно тем, кто никогда этого не делал. Я помню, как я это делал первый раз. И мне было тоже очень непонятно. Здесь он хоть и написал вот для Windows команда такая, для Linux или Mac будет команда немножко другая. Значит, у меня Windows, я покажу детально, как это делается для Windows. Итак, друзья, я предлагаю вам создать текстовый документ в папке с проектом, назвать его окружение библиотеки пуск. Значит, что внутри? Я этот файл также закреплю под видео, чтобы он у вас был как шаблон. Первая команда — это путь к нашему проекту. В данном случае он у меня прямо на рабочем столе, я не стал заморачиваться, потому что я его все равно удалю. У меня уже подобный скрипт существует. Потом вторая строка — это строка команда для создания окружения. Что такое окружение, я вам сейчас тоже объясню. Третья команда — это у нас активация окружения виртуального. Называется виртуальное окружение. Четвертая команда — это установка библиотек в виртуальном окружении. Значит, здесь должно совпадать наш путь. Он должен совпадать. Вот так вот. И пятая команда — это будет запуск самого скрипта. Давайте сюда скопируем библиотеки, которые нам написал наш интеллект. Значит, вернемся к интеллекту, и вот в конце, как установить, он нам писал команды для пуска. И он нам написал вот библиотеки нужные. Копируем их, возвращаемся в папку с проект, а точнее в наш текстовый документ. И вот сюда, где я написал библиотеки, вставляем pip install requirements. Значит, requirements — это путь к файлу. Давайте это можем пока закрыть, сохранить. Это путь к вот этому вот файлу. В нем указан список необходимых библиотек, которые будет устанавливать в своем окружении наш скрипт.
это pandas, PyYAML и requests. Ребят, пока мы не начали установку проекта, давайте вам быстренько объясню, что такое виртуальное окружение и зачем его создавать для нашего скрипта. Значит, виртуальное окружение — это своего рода домик, оболочка, в которой будет работать наш скрипт, наш бот, и не будет выходить за ее рамки. Библиотеки — это зависимости, которые мы ему установим для работы в его виртуальном окружении, в его домике. Это тот набор инструментов, с которым он будет работать. И он не будет пытаться искать эти инструменты вне своего домика. То есть лезть куда-нибудь дальше, потому что в компьютере находятся тысячи библиотек различных. И чтобы он не запутался, не завис, не ушел в какие-то ненужные дебри, создается виртуальное окружение, устанавливаются библиотеки, необходимые для его работы внутри этого виртуального окружения. Таким образом, наш ботик работает быстро и обращается только к тем библиотекам, которые нужны для его функционала. Ну а теперь давайте приступим, собственно, к созданию данного окружения и установке необходимых библиотек и запуску самого скрипта. Значит, откройте наш текстовый документ, который мы создали с командами для запуска. После этого нам понадобится командная строка. Как ее можно вызвать? Можно нажать Windows X комбинацию, потом выполнить KMD. Это вызов командной строки. У нас вызывается командная строка. После этого берем, копируем первую команду, которая нас должна перенести в нашу папку с нашим проектом. Окей, мы находимся в папке с нашим проектом. Потом в этой папке с нашим проектом, значит, нам нужно установить виртуальное окружение, создать точнее. А вот это вот в скобочках не обращайте внимания, это команда для моего ПК. Поскольку у меня несколько версий Python, мне нужно уточнять, под какую именно версию Python я создаю виртуальное окружение. Для вас же, если у вас всего одна версия Python, берите вот ту команду, которую вам дал GPT-чат. Я буду использовать эту. Вставляю сюда и нажимаю Enter. Здесь немножко нужно подождать, пока появится новая строка. Создается папочка с виртуальным окружением. Ну вот у нас появилась новая строка, как мы видим. И если мы вернемся в нашу папку с проектом, обратим внимание, что у нас появилась папочка venv. Это значит, что виртуальное окружение создано успешно в нашем проекте и можно продолжать работать дальше. Значит, вернемся к окошку нашей консоли и к нашему файлу с командами. Следующая команда у нас — это активация нашего виртуального окружения. То есть его недостаточно просто создать, его еще нужно и активировать, это окружение. Копируем, вставляем, нажимаем Enter. Если мы видим надпись venv в скобочках в начале строки, это значит, что мы находимся в активированном окружении. Это значит, окей, у нас все получилось и можно продолжать. Итак, следующая команда — это установка библиотек. Всю строку копировать не нужно, я здесь написал для примера, у нас уже вот эта вот часть уже есть, как видите, поэтому копируем только pip install requirements, вот эту вот часть, и ее сюда вставляем, нажимаем Enter. Сейчас у нас должна начаться установка необходимых библиотек, зависимостей, с которыми будет работать наш скрипт. Пошла установка. Окей, значит, установка закончилась, она может длиться до нескольких минут. Здесь он нам предлагает обновить версию инсталлера на 25-ю. Да, сегодня можно это пропустить. И если хотите обновить, то делается это вот так. Нужно скопировать вот это вот, вставить сюда и нажать Enter. Таким образом он удаляет старую версию и устанавливает новую версию. Вот он удалил старую версию установочника и ставит новую версию. Окей, он нам сообщил об успешной установке, обновлении инсталлера. Переходим к следующему этапу. И следующий этап — это у нас запуск самого скрипта. Перед тем, как запускать скрипт, предлагаю проверить настройки в конфиге и посмотреть, что у нас в папочке venv. В папочке venv, видите, у нас установились нужные библиотеки, нужные зависимости для нашего скрипта, с которыми он будет работать. Вернемся в наш конфиг, проверим настройки. Значит, пока Telegram-бот вставлять не будем. Это я сделаю в следующем видео. Сниму, как его создавать, Telegram-бота.
и как получить токен. Посмотрим, что у нас BTC. Давайте сделаем 3, например, быструю, 200 медленную. Для эфира тоже 3, для ADA 3 и 200 медленно. Окей, закрыть, сохранить. Вернемся к нашей рабочей консоли и к нашему файлу с командами. Последняя команда — это запуск самого скрипта. Мы его можем уже запустить и в консоли отслеживать показания и сигналы даже, которые он будет ловить. Но для получения сигналов в Telegram нужно будет создать Telegram-бота, получить его токен и вписать в конфиг. В следующем видео мы разберем и этот вопрос. На сегодня же просто хотя бы запустим скрипт и посмотрим, как это все дело работает. Вставляем, нажимаем Enter. Окей, зашевелилась у нас работа, включился наш скрипт, показания EMA. Сейчас мы их сравним с показаниями, совпадают ли они с текущими показаниями EMA в TradingView. Итак, друзья, я открыл TradingView, наше окошко, нашу консоль я немножко вот так сузил и растянул, чтобы нам было удобнее. Далее я открыл ADA USDT и давайте сравним показатели EMA. У нас наш бот читает, значит, быструю EMA 0.8107 и показатели у нас по TradingView, вот здесь вот смотрите, 81.11, то есть очень-очень близко. Практически совпадает, это очень круто. И медленная EMA 0.8323, что идеально совпадает с TradingView, это 0.8323, как вы видите. Вот здесь вот это медленная EMA, вот это вот фиолетовенькая. Таймфрейм 1 час, у нас тоже 1 час, все идеально. Когда у нас быстрая EMA пересечет медленную, наш скрипт должен будет зафиксировать это на закрытии свечи и прислать нам сигнал в Telegram бот. И вот так вот мы с вами написали полноценного сигнального бота для торговли, которого уже можно использовать уже завтра. Тестировать, пробовать. Друзья, вы мне скажете, а зачем это все, если можно выставить все это дело в TradingView, алерты непосредственно в TradingView по пересечению EMA на нужном активе вам будет приходить сигнал. Оно так и есть, но сейчас даже на один сигнал, на один алерт вам понадобится платная подписка на такую платформу, как TradingView, которая в месяц стоит, на секундочку, 20 евро. В год это будет, посчитайте, 240 евро. А написав такого вот нехитрого бота для сигналов, мы с вами на ровном месте можем сэкономить 240 евро в год. Да, это небольшие деньги, но это экономия на пассиве. Да, я потратил 30 минут, даже может быть меньше, поскольку я это уже делал много раз. Вы потратите день-два, может быть 3, но напишите себе в конечном итоге такого сигнального бота и сможете сэкономить тех же самых 240 евро в год. Чем вам не пассивный доход? Неплохо? Неплохо. Я скажу, что неплохо. Что думаете по этому поводу вы? Скажите мне в комментариях. Вот единственный нюанс, что для того, чтобы наш скрипт постоянно работал круглосуточно, нужно, чтобы был постоянно включен компьютер и запущена вот эта вот консоль с нашим скриптом. В следующих видео я покажу, как сделать запуск более проще через ярлык своеобразный, чтобы постоянно не заниматься всеми этими вписываниями команд в консоль. Есть очень простой способ. Ну и при желании все эти проекты можно вынести на сервера, которые предоставляют такую возможность, на которых будет работать ваш проект, ваш скрипт, и вам не нужно постоянно держать включенным компьютер, мотать электроэнергию и думать и переживать о том, работает ли компьютер, не завис ли он, не выключился ли он, хотя и для этого тоже есть нехитрые способы, и в дальнейшем мы их тоже разберем. Точнее, я уже для себя придумал несколько скриптов, которые отслеживают работу моих других ботов и периодически присылают мне отчеты. Значит, чтобы оставить работать наш скрипт, нам достаточно свернуть наше окошко в нашу консоль, и все, он в свернутом состоянии будет производить расчеты, сканировать рынок, тянуть данные с биржи, и при получении сигналов, при появлении точнее сигналов, он будет отправлять вам сигнальный смс в ваш Telegram-бот, создание которого мы рассмотрим в следующем видео. Друзья, если же вы случайно закрыли консоль до моего следующего видео, чтобы знать, как перезапустить скрипт, вернемся в наш файл с командами. Значит, первая команда — это для того, чтобы попасть в папку с проектом, которую вы вводите в консоли, да. Вторая команда вам уже не нужна.
Это команда для создания виртуального окружения. Оно у нас уже создано. Вот эта папочка Vent, она уже у нас существует в нашей папке с проектом. Поэтому второй шаг вы пропускаете. Вот этот вот. После того, как вы попали в папку с проектом, вы сразу активируете окружение виртуальное, которое у нас уже установлено. И также вы пропускаете третий пункт. То есть по сути вам нужно будет выполнить вот эти вот команды, чтобы консоль вас перенесла в вашу папку с проектом, потом активировать виртуальное окружение и запустить сам скрипт, и тон, и название вашего скрипта. Все, запускается ваш скрипт и начинает работу. Если же у вас возникли какие-либо трудности при работе в консоли, это может выскочить какая-то ошибка, допустим. Что делаете? То, что вам написала в консоли ваша система, вот так вот выделяете, нажимаете Ctrl-C, чтобы скопировать, и всю эту информацию вставляете в ваш чат, возвращаетесь в чат GPT и можете прямо сюда, в это же окошко, где вы создавали скрипт, вставить то, что вы выделили в консоли, и дописать. Смотри, что мне написала в консоли, помоги разобраться. И он вам выдаст ответ, что у вас не так и что вам нужно сделать для того, чтобы исправить ситуацию. Либо же я советую не писать прямо сюда, где вы создавали проект в этом окошке, а создать новый чат и там спросить. Почему это может быть полезным? Потому что если вам понадобится доработка какая-то по вашему скрипту, потом просто когда вы очень много пишете в чате, и чат очень длинный, начинает тормозить данный чат и очень тяжело работать. Поэтому лучше какие-то такие непосредственные вопросы задавать отдельно, а основной чат держать для чего-то более нужного. Например, переделки скрипта, если вам понадобится какая-то модификация. Вот и все. Оставляем работать наш скрипт и идем пить кофе и наслаждаться нашими трудами. Друзья, подобного рода скрипт вы можете написать на абсолютно любой индикатор, который вам нравится. Самое главное, вы должны четко разобраться в логике работы индикатора и также четко объяснить искусственному интеллекту логику работы вашего будущего скрипта, который вы просите его написать. Друзья, это был маленький шаг к нашему большому будущему пассиву. Да, он был сложным, но это только потому, что это был первый ваш скрипт. Все последующие ваши скрипты вы будете создавать с интеллектом за 5 минут. Ребят, если у вас есть замечания или идеи, обязательно пишите о них в комментариях. Будет очень интересно ваше мнение услышать. Я надеюсь, мой материал вам понравился и мои труды были не напрасны. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и в следующих видео будем разбирать другие интересные идеи. Пока-пока.